Иранский вопрос будет решен либо на бумаге, либо более жестким путем, заявил Дональд Трамп на встрече с фермерами в штате Висконсин. Если Трамп действительно серьезно относится к переговорам, то должен отдать 24 миллиарда долларов, говорят в Иране. При этом в МАГАТЭ пожаловались, попасть на иранские ядерные объекты не могут. Владимир Путин ответил на письмо Владимира Зеленского, отказал во встрече и передал привет Дональду Трампу. На Международной космической станции вновь возникла проблема с утечкой воздуха в российском модуле «Звезда». На Кубе протестуют в темноте и с кастрюлями. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. На встрече с фермерами в городе Чиппева-Фоллс, штат Висконсин, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие. По его словам, вопрос будет решен либо дипломатическим путем, либо, как выразился он, более жестким способом. У нас была страна, способная создать ядерное оружие. Это должна была стать очень мощная страна с огромным ядерным потенциалом, и мы не собирались этого допустить. Никто не хотел, чтобы это произошло. И мы практически покончили с этой проблемой. Вы еще увидите. Так или иначе, вопрос будет закрыт. Тем или иным способом он будет решен. Либо это будет завершено с помощью листа бумаги, то есть соглашения, либо более трудным путем. Хотя можно сказать, что этот путь даже проще. Как вы знаете, у Ирана больше нет военно-морского флота. За 4 дня были уничтожены 159 кораблей. Даже Кен впечатлен этим. За 4 дня 159 кораблей на дне моря. Не то чтобы нам это нравилось, но такова реальность. И блокада просто невероятная. Такой блокады еще никогда не было. Наш флот, у нас величайшие вооруженные силы в мире. Никогда еще не было такой армии. Помните, сколько критики мне пришлось выслушать от демократов? Было бы неплохо, если бы демократы хотя бы иногда нас поддерживали. Но вспомните, какое давление на меня оказывали, когда я добивался помощи фермерам и нашей армии. Они не хотят иметь ничего общего с военными. Да и по большей части они не хотят иметь ничего общего ни с чем хорошим. Именно поэтому приближаются промежуточные выборы, и я надеюсь, что вы будете настроены решительно. Мы находимся в точке, когда очень скоро выйдем из ситуации с Ираном и выйдем сильными, так или иначе. Либо через соглашение на бумаге, либо очень жестким путем. И этот очень жесткий путь, возможно, даже проще. Но мы выйдем из этой ситуации, а цены на удобрения значительно снизятся, как это было 4 месяца назад. Стоимость удобрений падает, цены на энергию снижаются, нефть и газ тоже дешевеют. И, честно говоря, я думал, что цены будут падать еще быстрее. Я ожидал, что бензин будет стоить гораздо дороже, чем сейчас. Я был в Айове, месте, которое мне очень нравится. Незадолго до того, как мы начали операцию против Ирана. Мы проезжали мимо автозаправок, и там бензин стоил $1 85 центов за галлон. И мы очень быстро вернем цены к таким показателям снова. В эксклюзивном интервью CNN советник верховного руководителя Ирана Мохсен Резай заявил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном зашли в тупик, а ключевым условием для их продолжения остается разблокировка замороженных иранских активов. По его словам, Иран рассматривает этот шаг как проверку готовности США к достижению договоренности. Вы являетесь военным советником верховного лидера. Как себя чувствует верховный лидер? Полностью ли он контролирует ситуацию? И президент Трамп заявил, что для него было бы честью встретиться с верховным лидером. Можете сразу сказать США, что этого не произойдет? Сейчас мы находимся на первом этапе переговоров. Господин Трамп завел их в тупик. Такая встреча не состоится. Переговоры сейчас действительно заблокированы. Или вы считаете, что соглашение может быть достигнуто быстро? На мой взгляд, переговоры находятся в тупике, и именно Трамп должен вывести их из этого тупика. Они ждут ответа от Ирана. Иран открыто заявил: наши активы заморожены, и вы должны их разблокировать. Американцы в этом вопросе говорят неправду. То есть замороженные активы сейчас являются главной проблемой? Да, и это вопрос доверия. Если Трамп действительно серьезно относится к переговорам, то 24 миллиарда долларов для Америки — небольшая сумма.
Если он хочет достичь соглашения с Ираном, то эти 24 миллиарда являются проверкой доверия, которое Иран хочет установить с Трампом. Это тест, который Америка должна пройти, и тогда путь к соглашению будет открыт. Это наши деньги, а не деньги Америки. Но разве война не стала бы катастрофой и для Ирана, особенно если речь идет о масштабной бомбардировочной кампании? Если война продолжится, и морская блокада не будет снята, мы перенесем войну в Индийский океан, Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Средиземное море. Мы придадим конфликту новое измерение, нанося удары по другим американским базам, помимо тех, которые уже атаковали. Америка определенно понесет гораздо большие потери. Потери США будут очень тяжелыми. Какое ваше послание Дональду Трампу? Трамп должен принимать решения независимо от Израиля. Он должен предоставить иранскому народу то, что ему принадлежит по праву, прекратить блокаду и разблокировать наши замороженные активы. Это может открыть новую перспективу для будущего Европы и Америки. Если у Трампа хватит смелости, многие проблемы в будущем смогут быть решены. Многие нынешние противоречия удастся преодолеть. В то же время Иран заявляет, что любое соглашение с Соединенными Штатами о прекращении войны должно распространяться не только на иранский фронт, но и на Ливан. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассматривает конфликт с Израилем и США как неразрывно связанный с боевыми действиями в Ливане и требует прекращения войны на всех направлениях одновременно. Но в недавней войне между Ираном и Соединенными Штатами Ливан является неотделимой частью. Конечно, эта война ведется между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем, сионистским режимом, и, естественно, Ливан является неотделимой частью этой войны, так же, как он был вовлечен в нее в ходе боевых действий. Поэтому мы не рассматриваем судьбу войны Ирана с Соединенными Штатами и Израилем отдельно от судьбы войны в Ливане. Они взаимосвязаны. И сейчас в переговорах, которые ведутся для достижения меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами, первый пункт касается прекращения войны, и уже в самом первом предложении говорится, что война должна быть прекращена на всех фронтах, включая Ливан. Ливан заплатил цену в этой войне, которая была навязана нам Соединенными Штатами и Израилем, и мы никогда не забудем народ Ливана и наших друзей в Ливане, которые стали мишенью Израиля в ходе этой войны. По нашему мнению, завершение этой войны в Иране, в регионе и в Ливане, безусловно, будет иметь единую судьбу. Это означает, что либо война закончится в обоих местах, либо она продолжится в обоих местах. Эту связь создали не мы. Ее создал Израиль, вступив в войну с Хезболлой во время войны с нами и усилив свои атаки на Ливан. Поэтому эта взаимосвязь была создана не нами, а сионистским режимом. Но завершение этой связи будет не в их руках. Эта война закончится тогда, когда она закончится и в Ливане. Такова наша четкая позиция. Такова была наша позиция по прекращению огня, и такова наша позиция по завершению войны. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии по-прежнему имеют лишь ограниченный доступ к ядерным объектам Ирана, несмотря на обязательство Тегерана предоставлять агентству возможность проводить проверки. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене. По его словам, после завершения боевых действий агентство неоднократно пыталось возобновить полноценную инспекционную деятельность в Иране. Однако пока проверки проводятся только на тех объектах, которые иранская сторона сама разрешает посещать инспекторам, включая АЭС в Бушере. Было предпринято несколько попыток восстановить нашу деятельность по проверке в Иране, как после 12-дневной войны, так и после последних военных эпизодов в этом году. Здесь существует сразу несколько проблем, поскольку Иран имеет ряд обязательств по информированию нас и предоставлению доступа для проведения инспекций. Очевидно, что в условиях войны это невозможно, однако режим прекращения огня действует уже достаточно долгое время. Нам удалось провести определенные мероприятия на объектах, которые выбрал сам Иран. Например, на атомной электростанции в Бушере и некоторых других объектах. Поэтому очевидно, что существует элемент усмотрения со стороны Ирана в вопросе того, что нам разрешают видеть, а что нет. И, как вам известно, обязательства и юридические обязательства Ирана продолжают действовать при любых обстоятельствах. Владимир Путин ответил на открытое письмо Владимира Зеленского, в котором тот предложил провести личную встречу. Путин заявил, что пока не видит в такой встрече смысла и считает, что сначала нужно договориться по ключевым вопросам. Первое, он упомянул, автор письма, о моем возрасте. Значит, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что
в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность. Обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему. Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают, так и не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде. Но не везде. Это первое. Ну и что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является. Но есть еще над чем работать. Надо продолжать. А вот теперь о главном. Поскольку вот украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно, то это дает мне возможность и дает право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает. О чем идет речь? И вот это уже серьезно. Это уже без всякой иронии, без всяких шуток. Вот 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Но я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. Я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди, Министерство иностранных дел России, Министерство обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномачивать. Он говорит: ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. У него там резиденция. Не на Валдае. Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Я говорю: я не вижу смысла встречаться
Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. От 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. То есть я правильно понимаю, что это ответ «нет», что вы не собираетесь встречаться с автором письма? Пока не вижу смысла. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Владимира Путина, отметив, что, по его мнению, российская сторона не демонстрирует готовности к завершению войны. Зеленский также призвал к усилению международного давления на Россию и поблагодарил страны, поддерживающие Украину. К сожалению, российская сторона снова выбирает войну. Все сегодня услышали этот ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, многих в мире этот ответ разочаровал. Он не хочет ничего менять. Не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто вытягивает из нее деньги. Они все сегодня были очень улыбчивыми. Значит, денег у России должно стать меньше, а давление на Россию больше. Я благодарю всех, кто помогает нам. Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира. Открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину вызвало широкий резонанс в западных СМИ и стало предметом обсуждения среди политологов и международных обозревателей. Reuters со ссылкой на экспертов пишет, что письмо было адресовано не только Кремлю, но и российским элитам, западным союзникам Украины и администрации Дональда Трампа. The Guardian назвала обращение редким публичным предложением прямых переговоров между лидерами двух стран. А аналитики отмечают, что публикация письма была приурочена к Петербургскому экономическому форуму и сопровождалась демонстрацией возможности Украины наносить удары далеко за пределами линии фронта. Обозреватели также обращают внимание на политический подтекст письма. Зеленский не только предложил Путину личную встречу, но и попытался показать, что Киев сохраняет инициативу и намерен вести переговоры с позиции силы. Такого же мнения и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Зеленский почувствовал, что сейчас подходящий момент, чтобы показать слабость Путина, подчеркнуть, куда, по его мнению, движется Россия, и сделать это на фоне успешной украинской атаки по целям в Санкт-Петербурге
нарастающего энергетического кризиса и в разгар важнейшего международного мероприятия, которое принимает Россия, Петербургского международного экономического форума. Так что с политической точки зрения это был, я бы сказал, идеальный шторм. По сути, Зеленский говорит ему: «Мы переживем тебя, мы сильнее тебя, время на нашей стороне. Мы наносим по тебе удары и будем бить все сильнее и сильнее». Он также посылает сигнал Соединенным Штатам Америки. По сути, он очень деликатно, очень дипломатично высмеивает так называемый дух Анкориджа, предполагаемое соглашение, достигнутое между Путиным и Трампом на Аляске. И в этом письме он фактически говорит Трампу: «Ты говорил, что у меня нет козырей, теперь козыри у меня есть». Кулеба также выразил сомнение, что в Кремле готовы остановить войну на нынешнем этапе. По его словам, Путин считает более рискованным прекращение боевых действий до достижения заявленных Москвой целей, чем их продолжение. Я считаю, что это большое непонимание того, кто такой Путин. Для него сегодня риск остановить конфликт, не достигнув того, что он называет первоначальными целями специальной военной операции, несет больше угроз, чем продолжение войны. На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин посвятил значительную часть выступления состоянию российской экономики. Он заявил о замедлении инфляции, допустил небольшое увеличение бюджетного дефицита и сообщил, что власти готовы смягчить часть налоговых изменений для малого бизнеса. Россия в торговой связи с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти 2/3. Подчеркну, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой, платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке. Дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году 3,1% ВВП. Максимальный дефицит в таких странах, как Польша 7,3, Бельгия 5,2, Франция 5,1, США 5,9, в России 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран. Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. Вот, по-моему, вчера тоже говорил, по прогнозу инфляция в текущем году приблизится к 5,2%. С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Отдельно Путин прокомментировал последствия украинских атак по российской территории. По его словам, они наносят определенный ущерб, однако не меняют общей ситуации в экономике. Эти атаки, конечно,
ничего хорошего с собой не несут, более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат. Базовые основы российской экономики, они сохраняются. Это дает нам основание полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций, в том числе не только отечественных, но и иностранных. Ну и надо сказать, что мы видим этот интерес. На полях форума Путин также провел переговоры с вице-президентом Китая Хань Дженом, подтвердив курс на расширение сотрудничества между Москвой и Пекином. А во время пленарной сессии неожиданное внимание привлек представитель США Родни Мимс-Кук, младший, который передал Путину привет от Дональда Трампа. Я также передаю вам большой привет от вашего друга, президента Трампа. И меня воодушевляет все, что произошло с тех пор, как я приехал сюда, господин президент. Благодарю вас за возможность выступить. И у нас есть много идей для обсуждения между нашими двумя столицами в течение следующей недели. Спасибо вам. Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу. Россия и Украина провели новый обмен военнопленными по формуле 185/185. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и Минобороны России. Домой вернулись 185 украинских военнослужащих и 1 гражданский. Среди освобожденных — бойцы вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничной службы, в том числе защитники Мариуполя и Азовстали. Большинство из них находились в плену с 2022 года. Самому молодому освобожденному — 27 лет, самому старшему — 62. По данным украинской стороны, содействие в организации обмена оказали США и Объединенные Арабские Эмираты. Тем временем российская Минобороны опубликовала кадры с освобожденными военнослужащими, которые после обмена находятся на территории Беларуси. На Международной космической станции вновь возникла проблема с утечкой воздуха в российском модуле «Звезда». Из-за ухудшения ситуации НАСА временно перевело экипаж в режим повышенной готовности и распорядилось астронавтам укрыться в пристыкованном корабле Crew Dragon на случай возможной эвакуации. По данным НАСА, утечка связана с трещинами в переходном отсеке модуля, которые специалисты контролируют уже несколько лет. Российская сторона начала ремонтные работы, однако позже решила приостановить их для дополнительного анализа и сбора данных. После этого НАСА отменила режим укрытия и разрешила экипажу вернуться к штатной работе на борту станции. В Роскосмосе заявили, что угрозы для экипажа и систем станции нет, а обнаруженные утечки постепенно устраняются. Сейчас на борту МКС находится 7 человек. НАСА и Роскосмос продолжают совместно искать долгосрочное решение проблемы, причины которой остаются предметом обсуждений между двумя космическими агентствами. Береговая охрана США спасла 240 мигрантов с деревянной лодки, которая находилась в водах Карибского моря к югу от Теркс и Кайкос. Это один из маршрутов в сторону США через Атлантику. По данным американских властей, судно шло из Гаити. На борту находились 240 человек, включая мужчин, женщин и детей. Лодка потеряла двигатель и начала набирать воду примерно в 65 морских милях южнее архипелага. Ее обнаружили во время воздушного патрулирования. Все были эвакуированы, пострадавших нет. В столице Кубы прошли стихийные протесты из-за продолжающихся перебоев с электроснабжением. Жители нескольких районов Гаваны вышли на улицы в вечернее время и начали стучать в кастрюли, выражая недовольство частыми отключениями электричества. На фоне акции в городе были замечены полицейские автомобили и усиленные наряды правоохранителей. Проблемы с энергоснабжением остаются одной из самых острых социальных тем на Кубе. Страна уже несколько лет сталкивается с нехваткой топлива, изношенной энергетической инфраструктурой и регулярными авариями на электростанциях, что приводит к длительным отключениям света как в провинциях, так и в столице. Филипп Киркоров вновь оказался в центре громкого скандала после Евровидения 2026.
Российский артист заявил, что именно благодаря ему Болгария смогла вернуться на конкурс и одержать победу в Вене. Более того, Киркоров фактически назвал себя одним из главных творцов триумфа болгарской певицы Дара. Однако сама победительница конкурса решила не оставлять эти заявления без ответа. Дара публично напомнила, что песня «Бангаранга» была написана еще в 2023 году, а победа стала результатом работы большой международной команды. В своем комментарии певица перечислила авторов, продюсеров и партнеров проекта, но имени Киркорова среди них не оказалось. После этого в комментариях появились поклонники российского певца, которые начали убеждать артистку проявить благодарность Киркорову за его якобы решающую роль в успехе Болгарии. Ответ Дара оказался предельно коротким и жестким. На призыв уважать помощь Киркорова певица ответила двумя словами: «Замолчи». Напомним, ранее Киркоров заявил, что помог найти финансирование для возвращения Болгарии на Евровидение, а также участвовал в формировании команды проекта. По его словам, без него этой победы якобы не было бы. Впрочем, команда болгарской исполнительницы неоднократно подчеркивала: Киркоров не имел отношения ни к созданию конкурсной песни, ни к постановке номера. А сама Дара своим публичным ответом фактически поставила точку в спорах о том, кому принадлежит победа Болгарии на Евровидении 2026.